в Африке, дорогие друзья, это самое безумное мое путешествие. Я даже не знаю, где я нахожусь, но мне это чертовски нравится. И сейчас же я остаюсь здесь жить. Да! Друзья, а теперь представьте себе рай. Настоящий, как на картинке, в лучших журналах про путешествия. Белоснежный песок, теплый океан цвета бирюзы, который меняет оттенок каждый час. Закаты, ради которых вы бы летели сюда через полмира. Улыбчивые, добрые люди, свобода, сафари, другая жизнь. Атмосфера располагает тебя так, что словно заново рождаешься. Здесь умиротворение. Именно здесь туристы платят за то, чтобы найти себя, перезагрузиться, прикоснуться к волшебной Африке и улетают домой с эмоциями, которых хватает на полжизни. Прекрасно, не правда ли? Выйдешь из тачки, станешь обедом для льва. А теперь представьте, что вы вышли за забор этой сказки и захотели увидеть другой мир настоящий. Где дикие звери саванны свободнее, чем люди. Мы в клетках. Где совсем недавно на этом острове людей продавали в рабство по цене твоего телефона. Я еле сдерживаю слезы даже сейчас. А сегодня здесь продают обычную питьевую воду местным. Из-за страшной засухи дефицит воды выходит на первое место. Есть семьи, которые пытаются выжить на $1 в день. Это безумие. Это тот самый райский отдых, прекрасная кухня, львы на закате и дикие племена, которые до сих пор живут так, как и 500 лет назад. Я хотеть брать много женщин. И пока кто-то платит $2000 в сутки за роскошный номер с видом на океан, в паре километров от него люди с ведрами на голове идут вдоль пустоши за водой. Это их единственный способ выжить, ведь отель, в котором ты живешь, выкачивает воду быстрее, чем природа успевает ее восполнить. Ты что, очкуешь пить нашу воду? Но при всем при этом большинство местных жителей признают, туризм положительно повлиял на их жизнь и дал им работу. Мы не воруем, мы выживаем. Главным экономическим центром страны является великий город Дар-эс-Салам. Небоскребы делового района, банки международного уровня, дорогие рестораны с видом на Индийский океан. И буквально в 10 минутах ходьбы районы, где нет ни канализации, ни постоянного электричества, ничего. И люди живут на постоянном фокусе, готовые драться за кусок мяса, как львы. Я разговаривал с местными жителями, с людьми, которые выросли в тех районах, куда туристов обычно не водят. Тут базар идет не за респект, а за то, чтобы быть готовым. И знаете, что удивительного? Почти никто из них не жалуется в привычном для нас смысле. И рожают детей, работают, мечтают, смеются, танцуют, помогают друг другу. Жизнь продолжается вне зависимости от того, сколько стоит вилла в 3 километрах от их дома. Я любить такую жизнь. Приезжайте к нам. Африка – это свобода, но только для льва. Для человека здесь жесткие рамки, которые определяет не экономика, а реальность выживания в дикой природе. Да, я постарался показать вам все как есть, без фильтров, без преувеличения или преуменьшения. Потому что рай, который вам предлагает, он реальный, он настоящий, он существует и он прекрасен. И в нем нет ничего плохого, но он построен рядом с болью, которую туристам старательно не показывают. И эта боль тоже реальная. Ты просто спас моего маленького сына. И если вы готовы своими глазами увидеть, прочувствовать, чем же на самом деле живет прекрасная Африка, пристегнитесь, и я попрошу не сдерживать своих эмоций. Полетели. Акуна Матата, дорогие друзья, запомните эту фразу. В первую очередь поприветствую вас всех горячо и крепко обниму, потому что я нахожусь в Африке. Я нахожусь на Занзибаре. Он принадлежит Танзании. Остров находится в океане, отдельно от всех. И это не совсем та Африка, про которую я снял целый фильм. Но это необходимо. Давайте расскажу, что же такое Занзибар, чем же живут туристы, как им здесь хорошо, да и вообще, что происходит вокруг. Акуна Матата, ты на Занзибаре, тут нет забот. Мы на острове Занзибар, одной из самых популярных курортов Африки. Только за прошлый год сюда приехало более 750 тысяч туристов со всего мира. Но Занзибар – это не только белоснежные пляжи и бирюзовый Индийский океан. На протяжении веков остров был важнейшим торговым портом Восточной Африки, где пересекались пути арабских, индийских, персидских и европейских купцов. Сегодня здесь удивительным образом переплелись разные культуры, религии и традиции. И я решил пройтись по самым важным точкам курорта и показать вам настоящий райский уголок. Акуна Матата. Добро пожаловать на Занзибар. Я местный, хоть на мне и ямайская шапка. Я знаю, как говорить с приезжими, так что решил показывать гостям, как мы тут живем. Мы не воруем, мы выживаем. А чтобы выживать, нужно много работать. Пошли прогуляемся.
Покажу, что происходит на улицах. За мной. Let's go. О, да. Ты знаешь Фредди Меркьюри, легенду? Он отсюда, с Занзибара. Yes. И мы сохранили его историю, сделали музей в месте, где он жил. Вот он, Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри. Да. Это Фредди Холм? Да. Дом Фредди Меркьюри здесь вот находится. А теперь смотри сюда. Видишь, там 3 окошка. Это дворец султана. Здесь жил арабский лидер со своей женой. Теперь это история. Всего лишь декорация. Wow, very nice. Да, это главный пляж. Да, Бог благословил это место. А если Бог благословляет, никто этого не изменит. Каждый должен приехать сюда, чтобы увидеть рай на земле. Приезжайте в Занзибар, Акуна Матата. Акуна Да, проблем у нас тут нет. Другое название Занзибара — остров мира. Держи это в голове. А это ночной рынок. Тут едят супы, шаверму, разную еду. Это местная еда, да? Да, It's good? да, вкусно. How much shilling? 3000. 3000. Let's go. Кетчуп, go кетчуп, Акуна Матата. Окей, понял. Акуна Матата. Как только вы говорите и произносите заклинание Акуна Матата, к вам здесь по-другому относятся. Вам улыбаются, вам могут сделать скидку и просто приобнять и сказать в ответ Акуна Матата. Запомните, это очень важно. Вот так это выглядит. Но это свежее, он готовит здесь и сейчас. Он даже сдачи прям. Да. А, еще и даже сдачи. Ну, все Окей, спасибо. Вот здесь блины готовят. Акуна Матата. Цены просто космические. Только в обратную сторону. Я даю снова 100 рублей примерно. Yes. Сейчас он будет готовить для меня блин. Блин этот называется Bubble Nutella. Смотрите цены. 5000 шиллингов. Акуна Матата. Come on. Вы будете нутеллу? Есть нутелла? 1, 2, 3, 4. Сейчас сделаем на 4. Тут, короче, сбежались они, ребятишки. Окей. Я заплатил за все. Ладно? Все. Смотрите, вот это местные рэперы снимают клип. Йоу, че кого, братанчик? Окей. Come on, fast flow. Сделай его! Йоу, смотри на меня на берегу океана. Кто тут самый опасный на кудре бандана? Все сучки мои, их мокрые киски. Че забыл-то ты тут, сладкий белый турист, а? За спиной посмотри, стоит моя яхта. Че достал, типа ствол, да я сам тебе Ей! Воу! Гуд! Пиздатый Гуд! выдал, Красавчик, нормас. Вот это вот мой брат. Он работает на рынке, готовит тут еду. О, Люди зовут меня мистер Рафики. Еда вся натуральная. Прямо с Занзибара. Вкусняха Занзибара. Так и Дары есть. Занзибара. Сокровища Занзибара. У нас тут кое-что свеженькое есть. Вот, глянь, все, что ты видишь, мы делаем здесь. Скажи, пожалуйста, а вы сами это готовите? Да, вот ты сам глянь. Рассмотри внимательно. Это еда оригинал из моря. Yes. В общем и целом, они готовят здесь самостоятельно. Этот замечательный человек готовит еду здесь и показывает мастер-класс. Машет тарелкой для того, чтобы никто не покушался на их превосходную еду. Сейчас он покажет нам, как это делается. А это бивень слона. Yes. Смотри, знаешь, почему это бивень слона? Это чертовски огромный банан. Мы сейчас находимся в самом туристическом месте, и не попробовав это чистое преступление. Если вы приехали сюда, обязательно заходите на этот рынок и пробуйте еду. Она очень необычно выглядит, и прямо на ваших глазах она готовится здесь, вот, прям вот здесь. Конечно, непонятно, сколько раз масло менялось. Скорее всего, может, даже и не меняется, но делается оно на ваших глазах. Добрый денечек. Доброе. Смотри-ка сюда. А, лайм. Крути, так мы делаем сок. О, Если миксануть с лимоном, то почти без сахара. так добывают тростниковый сахар. Это не фейк, оригинал. Да, оригинал тот еще. Оригинал sugar. Вот так вот добывают здесь сахар и делают из них напитки. По стоимости то же самое. 100-150 рублей. Зайди-ка ко мне, вкуси сочный лимон, манго, фруктики, сочная Братан, авокадо. я уже поел. Все нормально. Занзибар Акуна Матата. Окей, я так и знал, что ты это скажешь. Завел он меня, конечно, к своему самому лучшему кенту. Занзибар Акуна Матата. Слышь, а ну потеряйся отсюда, пока я тебя в землю не воткнул. Ты понял меня? А? Все хорошо, пойдем за мной. Он водит нас по самым необычным местам, рассказывает историю, показывает, как люди здесь живут, проводят свой досуг, показывает местную культуру и население, что немаловажно, дорогие друзья. Мне очень это нравится, и здесь они прыгают. Russia, welcome to Zanzibar.
Ворота у него слишком маленькие какие-то, прям две палочки. Прям по морю бегают, да все четко у них. И в море побежал. Сразу водное поло у них, понял, да? То есть здесь футбол, там водное поло. Как вы уже поняли, у них все на чиле. Кто-то играет в футбол, кто-то купается в море, кто-то прыгает с лодки. И туристы на это все смотрят. Вечером собирается здесь народ и смотрят акробатические номера. Это делают спортсмены, африканцы. Очень необычно выглядит, реально завораживает. Мне хочется смотреть. Мы отправляемся вот на такой лодке на ресторан, да? Да. Ой, это что-то необычное. Вот этот ресторан, он находится прямо в Индийском океане, среди кацаток и дельфинов. Мы отправляемся прямиком на него. На него попасть можно только исключительно на лодке. Акуна Матата. Акуна Матата. Чудо! О, чудо-остров! Кайфуем круто! Встречаем в гости! Сказка! В нее нас бросьте! На Занзибаре! Акуна Матата! Ты на Занзибаре, тут нет забот! Акуна Матата — это значит все хорошо. Расслабьтесь, здесь круто, весело и можете не напрягаться. Вот что значит Акуна Матата. Да. Туда заходим исключительно босиком. Это мистер Сири, владелец корабля. Мистер Сири. Да. Да, чё кого? Акуна Матата. Всегда. Матата, мать его, Акуна. Big man. Да, бигмен, делать биги-джиги с телочками. Да. Это плавучий бар. Тут играет разная музыка, типа регги. Тут нарезают фрукты, тут можно глянуть закаты. А здесь очень необычно, дорогие друзья. Глянь на виды Занзибара. Вот там дальше остров Баве. Обычно там туристы купаются с дельфинами. Да, в Занзибаре есть только дельфины, никаких акул, только милые дельфинчики. Капитан разрешает делать очень многое на этом судне. Хочешь курить — курни, бухаешь — бухай, никто тебя здесь не осудит. На Занзибаре нет забот. Запомни, это лучший остров. Если ты ищешь мира, приезжай на Занзибар. Поэтому люди и говорят Акуна Матата. Здесь у них не бывает проблем. За что можно здесь хлопотать? Сесть в тюрьму. Знаете, здесь закон не так жесток, если ты хоть немножечко соблюдаешь правила этикета. Если вы находитесь вне пляжа, то вам появляться на улицах в нижнем белье категорически запрещено. Могут оштрафовать на $5000, потому что здесь есть и мусульмане, и вы должны уважать здешний народ. Ты приехал с девушкой, у тебя все хорошо, проявление более чем дружеских чувств на публике — это еще нормально. Пройтись за ручку, обняться, но если вы начинаете как пылесосы друг друга засасывать, это запрещено. И под угрозой крупного штрафа, и в некоторых случаях, друзья, даже депортации. Так что следите, рейнджеры, это полиция, здесь ходят постоянно и следят за порядком. Вау, Фамас. Как из Counter-Strike Source. Он еще по 2-3 патрона стреляет, братик. Когда вы летите сюда, в Танзанию, на Занзибар, делайте заранее медстраховку. Потому что когда я прилетел, я делал ее прямо в аэропорту на месте. Стоит она $50. Но если вы делаете это заранее, все гораздо проще, вы просто легко проходите дальше. Потому что без нее вас просто не пустят на борт. Здесь нельзя даже смог. Но вы поняли, о чем я говорю, не просто сигареты. Сразу же присан вас арестуют. Самый жесткий закон. Мальчишечки, да, здесь жестко карается по поводу однополых браков. Если вас поймают, я не должен был этого говорить, но просто хочу предупредить. Дурка у некоторых, которая может здесь закончиться 30 годами тюрьмы. 30 лет можно получить тюрьмы, если ты приехал сюда и где-то на пляже. Вплоть до казни. Вас просто и выкинут в Индийский океан, а там сожрут акулы. Ну, вам это надо? Так что давайте свои забавные мечты, фантазии оставьте где-нибудь там. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone with affection, I summon it double. Cause I got problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.
calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. I'm from Russia. Good. Да. Вы Занзибар? Да, мы местные. Да. Акуна Матата. Да, Занзибар, Акуна Матата, живем красиво. All of my line about nothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with the school line. А как ты на осле бегаешь? Не надо на нем бегать, я сейчас все покажу. Не разбусь. Я на осле ни разу не бегал. Я на местном транспорте еще не гонял так. Это осел. Вот так вот передвигаются местные, дорогие друзья. И вы еще будете жаловаться, что у вас нет автомобиля? Или он очень плохой? У них вот такой автомобиль. Сколько лошадиных сил, брат? Одна ослиная, нахуй. Акуна Матата. Акуна Матата, Занзибар, Акуна Матата. Very good, very nice. Это твоя машина, да, Кар? Да, точила. See when it be the vibe and 40 or 50 is really the time. Why is you all on my Да, phone? спасибо, браток. Thank you. Занзибар, Акуна Матата. Thinking I'm blind. А вот мы попробовали здешний транспорт. Да так, нормально. Ну, необычно. На самом деле он на нем наваливает, ну, как на тачке. Я очень хотел на осле погонять, блядь. Всю свою жизнь мечтал. Я вам отвечаю, это моя мечта. На ослах, блядь, двигаться по Африке. Это все у тебя камеры. И это тоже. Еще одна. Занзибар, Акуна Матата. Акуна Матата. Они отжали у меня все камеры. Кто у вас тут блогер? Чудо, о чудо, остров, кайфуем круто, встречаем гости. Сказка. Камон, все ко мне, ко мне все. На Занзибаре. Акуна Матата. Я даю $100 вам всем. Стой. Я даю вам. Ого, сколько тут денег. А мне денежку, а мне. Ребятки, ну-ка, выстроились в очередь. О, молодец, ты их расставил. Спасибо, Yes. мистер. Все сюда. Yes, Спасибо. Сюда. yes, yes, Тут бабки. yes. Я погнал. Goodbye. Ё-моё, меня разорвали. Занзибар — это каменный город. И здесь не английский язык родной, а суахили. Люди разговаривают в туристическом городе на английском, но в основном суахили — это древний язык, который знает только африканец, больше никто. Bye, hello, Приветик. hello. Рада познакомиться. Акуна Матата. Акуна Матата. Какая шоколадка. Давайте зададим ей вопросы. Чем вы тут занимаетесь? Вы очень красивая. Я впервые вижу такую красивую девочку. Я Айрин, модель. Я работаю на фотостудии тут рядом. Сама я местная, родилась прямо на Занзибаре. Занзибар? Да, я с Вы из Занзибара. Занзибара? Это похоже на кортеж. Президентский, кстати. Президент? Да, президент. Это место называется Стоунтаун на Занзибаре. Акуна Матата – это самое-самое лучшее место. Кстати, это платье я сделала сама. Она очень красивая. Я таких шоколадок еще не видел. Yes, yes. Все говорят, что я красотка. Но я также мама 2 малышей. Так что быть африканской красоткой – это, по сути, моя работа. А если бы я позвал вас на свидание, вы бы пошли со мной вечером? Ну, думаю, почему нет? Погнали. Брат, это моя девочка. Давай, мой. Я говорю... Познакомимся. Брат, Акуна Матата. Вы очень красивая, вы мне очень понравились. Дай номер. Она красивая. А, модель прям. Кофе с молоком. Капучино. Я капучино? Ай. Да, мы с тобой капучино. Я не покажу вам ее инсту, потому что это мое. Приезжайте сюда сами, ищите. Я охотился очень долго за тобой. Сердце Занзибара – это Стоунтаун, или каменный город. На протяжении нескольких столетий именно отсюда арабские султаны управляли островом, а также тут процветала и работорговля. Тысячи людей, привезенных с материка, проходили через местный рынок рабов, прежде чем их отправляли дальше через Индийский океан. Сегодня узкие улочки Стоунтауна хранят память о непростой истории острова. Как я и говорил, здания в Стоунтауне очень старые. Сейчас их активно реставрируют. Может быть, через время в будущем все будет иначе. Но сейчас большинство зданий сделано из камня. Видишь, это морской камень. И люди, которые это строили, были рабами. Да, Акуна Матата. Акуна Матата, если что. При любых раскладах Акуна Матата. Акуна Матата.
Акуна Матата, ты откуда? Ваша. Добрый день. Добрый день. Hello. Акуна Матата! Акуна Матата. Мне здесь нравится, Астар. Здесь необычно. А это дом того гада, который продавал рабов в Занзибаре. Его звали Типу-Тип. Улочки совсем узкие, на самом деле здесь вдвоем не пройти, если будете стоять в ряд. А если человек весит примерно 200 килограмм, он не пройдет. Окей. Окей, thank you. Акуна Матата. Поможем ему? Поможем? Есть? Можно. Акуна Матата? Акуна Матата, будь здоров, бро. Он сразу убрал это Акуна Матата. в карман, не в коробку, для того, чтобы, не дай бог, кто-то не подбежал и не отобрал у него. Тебе нужно на еду, есть? На фуд? Акуна Матата. Тебе Пошли. этого хватит? Акуна Матата. Они голодные, и им нужно помогать. Я не знаю, почему я нахожусь, вот честно, меня аж пробивает. Я нахожусь очень далеко от родного моего места. А ну-ка глянь туда. Видишь этих троих людей? Женщина посередине — президент Танзании, справа от нее президент Занзибара, а слева — наш вице-президент. Президент Занзибара управляет Занзибаром и островами вокруг, но президент управляет как всей Танзанией, так и Занзибаром. Идем за мной. Очень необычно. Они прямо вот ногами сидят на прилавках, чуть ли не в рыбе ноги. Фактически касаются рыбой своими ногами. Смотрите. Вот она. И прекрасная моя. Покупай. Вкуснятина. А вот это мы берем. Крупнейший рынок рыбный. Только что мы прошли. Жалко, камера не передает тот самый запах, то самое братское, чтобы вы почуяли. Я думаю, вы все поняли. Видел, у нас на Занзибаре нет проблем. Вкуснейшая еда, чудо морское. Наслаждайся вкуснотищей из Занзибара. Мы сейчас находимся в одном из самых важных мест этого острова. Буквально 200 лет назад здесь происходило то, что вам даже в страшных снах не приснится. Эта скульптура нужна для того, чтобы вы лучше понимали, как оманцы относились к нам в то время. В Занзибар везли рабов со всей Центральной Африки, в Кении, Конго, Юганде. Ловили людей, цепляли кандалы на шею, на руки, на ноги и сажали их в яму, чтобы их потом продать. Кто покупал людей? Мадагаскар, Марича, Индия и Оман. А цепи, которые вы здесь сейчас видите, это оригинал. Именно в них были закованы люди в то время. Как вы уже поняли, их держали вот в таких вот ямах для того, чтобы они не смогли сбежать. Они были зафиксированы между друг другом. Это фактически выглядело вот так. Я сейчас смотрю на них. То есть я человек, который хочет купить одного из них для своих личных целей. Работать круглосуточно, пока не закончится просто человеческая сила и воля. На то время их даже не кормили, не поили. Они фактически были самым быстрым расходным материалом, как батарейки, которые не заряжаются. Вот сколько есть в них энергии, вот настолько их и хватало. И стоили они, господа, очень и очень дешево. Видишь это место? До церкви тут было только дерево. Вокруг него водили людей и хлестали их. Проверить, кто из них слабый, а кто посильнее. Слабые уходили дешевле, а сильные были дороже. Неважно, женщины, мужчины или маленькие дети. Скажи, пожалуйста, а как вы смотрите сейчас на то, что ваш остров был главным рынком и отсюда отправляли миллионы рабов? Как гид я не чувствую ничего. Я нахожусь здесь каждый день. Да и остальные люди на острове тоже едва ли испытывают эмоции. Большинству, где-то процентам 90 людей здесь абсолютно безразлично. Скажи, пожалуйста, а почему именно африканцы были рабочей силой, были рабами? Почему именно вы? Другие страны выбирали черных в качестве рабов только потому, что черные очень сильные люди. Люди Восточной Африки большие, стройные и невероятно сильные, да. То есть вы могли... Да, очень сильные люди. Правда, что вы могли без еды и воды работать целыми неделями? Не, ну не совсем. No food. Они ели просто совсем чуть-чуть. Кусочек картошки, ломтик хлеба, но очень мало. Я хотел бы сказать, что вы наделены небесной силой. Потому что вы очень мужественный, сильный народ. Да, ты можешь сказать и так, ты можешь. Именно Да, очень сильные. И умные. Очень сильные, Да. вот здесь.
Это одно из тех деревьев, вокруг которых водили рабов. Оно очень старое. Когда одно из деревьев умирает, новое вырастает на его месте. Это историческое дерево, и эту локацию мы назвали в честь него — Мукуназини. Так, а вот тут будь поаккуратнее, не ударься головой. Это темница для рабов. Да. Здесь содержали людей перед продажей. Рынок открывался только 2 раза в неделю. В остальное время люди были здесь. Это темница для детей и женщин. Для 75 женщин и детей. Они умирали здесь? Да, часто умирали. От удушья. И на пол падали, Да, да? да. Да, туалет. Туалет был прямо здесь. Здесь был туалет. Да, туалет. Его вымывало океанской волной. Вот тут, внизу комнаты. Света раньше не было. Здесь было темно. Да, кромешная тьма. Представьте себе, что вы находитесь вот в этой комнате, у вас 75 человек. Каждые 2-3 часа кто-то ходит в туалет, буквально вот под себя. Вы не можете тупо просто понять, где вы находитесь, потому что здесь кромешная тьма. 75 человек в комнате, которая вмещает собой 5 человек, 10, если прям постараться потесниться. И были закованы вот в такие цепи. Это было не то чтобы жестко, это было невыносимо. Именно отсюда отправная точка по всему миру рабов. Именно здесь была торговля. Продавали рабов буквально за телефон. Можете себе это представить? Ваши человеческие жизни стоили 50 000 рублей. Вот так. Это была мужская. Для 50 мужчин. Туалет внизу. Умирали здесь же. Вот вам воздух. Вот так вот поддувал воздух, чтобы вы не задохнулись, и все. Ну вот с такой щели. Кричите, орите, вас не слышно. Я не знаю, мне очень жалко людей. Мне аж плохо становится, честно. И мужчины, и женщины, и дети, и все. Смотрите на их лица. Боль. В глазах у них ужас. Просто невыносимо. Отправляемся на остров, где держали рабов, держали их для того, чтобы отправлять в дальние путешествия. Всего в нескольких километрах от Стоунтауна находится остров Чангу, более известный как Тюремный остров. Ты откуда? Россия. Москва, да? Москва. Под моей черной кожей русское сердце. Вся моя семья с Занзибара. Мои предки были рабами на Тюремном острове. Многих из них там и казнили. Рабы в то время торговали нами как продуктами. Я еле сдерживаю слезы даже сейчас за то горе, что пережил наш народ. На Тюремный остров ссылали самых непокорных рабов. И часто казнили их прямо там. Я люблю русских за то, что вы всегда с теплом относились к жителям Занзибара. Несмотря на название, настоящей тюрьмой он почти не стал. В 19 веке британцы построили здесь тюремные здания, где временно содержали непокорных рабов перед отправкой на рынки. Сегодня же остров знаменит совсем другим – гигантскими сейшельскими черепахами, некоторые из которых живут здесь уже более 100 лет. Ребятушки, это чудо природы. Ужасающий тюремный остров получил свое 3-е название – просто остров черепах для туристов. Честно, я понятия не имею, где я, честно говорю. Ехал за обезьянами. Меня завело просто в гущу, в чаще, сафари какой-то. Вот еще, блядь, он не заводится. Ну давай, еще тут встанем, будем толкать до дороги. Только в этом месте есть те обезьянки, которых нет нигде. И именно на этом острове. Я так понимаю, они не близко. Их не нужно идти ногами. Как можно путешествовать, не знаю языка, я что-то вообще не понял. Но это как выключить свет на кухне и пытаться себе приготовить обед. Мне это больше нравится. Вот они сидят, ребят. Это необычные обезьяны, человекообразные. Вы посмотрите на их лица, на мордашки, красные колобусы Кирка. Они живут только на Занзибаре и больше нигде на земле. Посмотрите на губы.
Посмотрите, как у человека губы. И еще одно чудо света. Массаж делают, они очень умные, интеллектуально подвешенные. За 1000 лет изоляции на острове сформировался уникальный вид, ставший одним из символов местной природы. Сегодня в дикой природе осталось всего несколько тысяч колобусов. Из-за вырубки лесов и строительства дорог их численность продолжает сокращаться. Поэтому каждый такой лес – настоящий дом для одного из самых редких приматов планеты. Они живут группами по 30-50 особей и довольно любопытные, не боятся людей вообще. Мама, дай мне молока. Он пытается покушать. Видите? Только что вы наблюдали то, как малыш просит молока у мамы, а мама против этого и уходит, и бросает его. В 10 на одной ветке. Они здесь повсюду окружают нас, им самим это интересно. Приезжайте, смотрите. Я получил удовольствие от того, что я их увидел. Ты хочешь поуправлять? Да, да, хочу. Ты управлял дроном когда-то? Да. Не разобьешь мне его? Нет. Ready? Готов, да. Set? Да. Go! Лети высоко над водой. Давай выше. Окей. Бок, бок! Yes! Джамбо, джамбо, сари. Нет, нет, Сана. Сана. Абари. Абань. Аба. Нет, нет, Абари. Абари. Гани. Бари, Гани, Акуна Матата. Да, получилось, ура! Бро. Спасибо. Yes? Да. Но лучше повторяй со мной. Джамбо, Сана, Абари, Гани. Акуна Матата. Чел просто получил сходу 1015, наверное. А он репети. Эти бумажки, это не так важно. И заметили, он меня останавливал, если я неправильно говорил слова, и говорил еще раз. Теперь вы поняли, они наслаждаются каждой секундой свободной жизни после того, что здесь происходило. Теперь я понял. А видите? Огромный корабль. Это паром. Он соединяет Занзибар с Танзанией, Дар-эс-Саламом. Это столица. Ну, то есть по-другому туда не попасть. Отправляюсь и еду. Дар-эс-Салам. No business. Мы люди простые, нам экономия. Экономия, да, нам надо ближе к народу, нахуй мне эти вертолеты, блядь. Билетики. Ты в экономе, что ли? No, я не хочу экономить себе. Ну это же эконом. Ты плывешь в Дар-эс-Салам в экономе. Белый, ты взял не вип, а эконом. Ты глянь, как ты обосрался. Это же эконом. Ты ж даже выглядишь как вип-персона. Буквально белый мажор. И ты взял эконом? О, это задница. Да, я одет, как будто бы я должен... Ты ж суперстар. Весь в наколках. Да. Из очка бабло струей. Белый едет в экономе. Прикиньте. Но я еду в экономии, блядь. В основном туристы заканчивают свое знакомство с Африкой именно здесь. И Акуна Матата, как говорится. Акуна Матата. Давай. Да нет денег, все, нет денег, go. Но только не для меня. Впереди путь на материк, и чтобы добраться до него, мы садимся на паром и отправляемся в Дар-эс-Салам. Столица, крупнейший город страны и ее главный морской порт. Я сижу, меня заливают водой, блядь, просто водой заливают, я не знаю, откуда вода. Я весь мокрый. Эконом-класс, братва, эконом-класс. Некоторые люди прям так в проходе ложатся и отдыхают, потому что ехать около 2 часов, спят. Для многих это вахта. Многие работают на Занзибаре и возвращаются домой в Дар-эс-Салам. Прям так располагаются на платформе и смотрят кубик. Там даже есть плазма. С корабля на бал, как говорится, и двигаемся в нужном направлении, да. Дар-эс-Салам – крупнейший город Танзании и экономическое сердце страны. В переводе с арабского его название означает «дом мира», хотя жизнь здесь сложно назвать спокойной. Сегодня здесь живет более 8 миллионов человек, на улицах кипит настоящая движуха. Повсюду транспорт, мотоциклы, машины и шумные рынки с бесконечным потоком людей. Я был удивлен от того, куда я попал. Давайте расскажу вам быстренько в 2 минутах, что я понял, пока находился здесь. Это далеко разделенный город. Что-то типа огромной территории, где большинство людей живут как могут, как хотят. А другая часть людей, небольшая часть людей, она такая за забором огорожена. Если вы подумали, что Африка это только зыбучие пески, непроглядная пустошь, колеса крутящиеся без автомобиля, то это не так. Сейчас я
покажу вам район, в котором люди живут как боги. Это отдельная территория, она находится фактически через море. Мы уже заезжаем в такой участок, где стоит полиция, видите? Через красивый огромный мост проедем сейчас. Ребят, заметили разницу в дороге сразу? У них свой пляж, свой берег, свой яхт-клуб. У них все свое здесь. Вот, смотрите, личная охрана. По 5 человек с пушками стоят. Посмотрите, как в этих районах расположены большие частные дома с просторными территориями, бассейном, садами и охраной. Улицы заметно спокойнее, а сама жизнь гораздо более комфортная. Современные магазины, рестораны и вся необходимая инфраструктура находятся буквально в пешей доступности. Я вот без преувеличения не ожидал вот именно того, что сейчас вижу. Просто дома, ну вот $1 миллион. Кусты высажены, все классно, сады. Я заезжаю, по сути, на Барвиху сейчас в Москве, Подмосковье. Просто на Барвихе. Ни одной машины, ни одного мотоцикла. Со мной сзади только мой гид ездит местный. Все. 10 минут езды, и вы находитесь в районе, о котором можно только мечтать. И плюс тут еще и свое казино. Просто сразу в открытую. Танзания удивляет, если честно. Посмотрите. Ты спускаешься к воде, у тебя свой спуск. Лестница сделана. Офигенно. Деньги, бизнес, вся движуха именно стекается сюда, в Дар-эс-Салам. Это один из самых быстрорастущих мегаполисов Африки. Население здесь растет со скоростью 5% в год. Это очень много. Именно поэтому город не успевает давать возможность людям здесь существовать нормально. Большинство людей приезжает сюда из деревень и едут в город за работой. Город не может построить жилье абсолютно для всех. Люди селят себя сами где могут. Кто на тротуарах, кто вдоль дорог, кто на свалках, чтобы утром проснуться и опять попытаться выжить, заработать себе на хлеб. Большинство горожан здесь не имеют официальной работы. Они работают кто как может. Торгуют на улице всем, чем попало. Готовят еду прямо на улице, на тротуарах. Водят такси, рикши, мотоциклы. Тут город живет фактически в автономном режиме. Я здесь не увидел ни одного светофора. Здесь в хаотичном порядке двигаются люди, машины. Посмотрите на этот перекресток. Он просто самостоятельно живет. Фактически угроза жизни здесь каждую секунду. Я не знаю, тут как, кто успел проехать, тот успел, кто не успел, тот опоздал. Здесь все двигаются в хаотично, рандомном порядке. Безумие какое-то. Это как будто бы людям дали технику и сказали: едьте просто прямо, разберетесь. И тут же, друзья, огромные проблемы с мусором. Реки, пронизывающие город, превращаются в настоящие свалки. Именно поэтому вода здесь далеко не везде чистая. А как вы уже поняли, в некоторых районах его вообще нету. Канализация тоже отсутствует. Люди ходят фактически под себя. Это история про город, который растет быстрее, чем государство успевает о нем позаботиться. О, бро! Это безумие произошло прямо на моих глазах. Два африканца разбились на мотоцикле очень жестко. И если вы хотите увидеть полную версию без цензуры, первая же ссылка в описании. Переходите в мой телеграм-канал. Расскажи, пожалуйста, что это же за район? Как тут люди живут? Это Дар-эс-Салам, район Кинандони. Здесь люди стараются заработать на жизнь, как вы можете видеть. Некоторые, например, занимаются изготовлением обуви. Здесь живут бедняки и рабочие. Все хотят найти себе денег и просто нормально жить. В этом месте Кинандони находится внутренняя часть района. Здесь все на рабочих местах. Видишь, некоторые носят песок, занимаются строительством. Это трущобы, но люди здесь совсем не ленивые. Мы сейчас находимся в местном кафе. Оно находится прямо на дороге. Это такое как бы заведение. Туда люди приходят и у нее берут еду, покупают еду. Газовая какая-то такая большая бочка. И на ней прямо сковородки готовят. Это наш ресторанчик, один из главных в этом районе вообще-то. На этой кухне я могу готовить выпечку всех видов. Расскажите, пожалуйста, а правда ли, что питьевая вода у вас за деньги? Да, в Дар-эс-Саламе большие проблемы с водой. Но в нашем районе есть возможность добывать чистую воду. Если хочешь, то я покажу тебе место, где мы ее берем. И я так понимаю, вот в этих бочках они ее хранят. То есть они ходят за водой, набирают вот примерно в такие ведра
и таскают ее к себе домой. Видите, в каждом доме примерно вот так и происходит. Вау. Сейчас, дай, назад, бэк, назад. Надо мне снять рюкзак. Ебать копать. Это очень узко. Да, эта вода, я так понимаю, для всех, для жителей. Да, она питьевая. Эту воду можно пить. Да. Приветик. Можно вас тут поснимать? Поверни-ка камеру на меня. Сейчас вон туда вот встань. Ты готов, малыш? Снимай меня полностью. Yes. Yeah. Но у нас совместная будет сейчас работа. Давай, крути попкой, родная. Багажник, там литров 300. Я не совсем профессиональная танцовщица, но кое-что я умею. Я мама этих малышей. Танцы — это чтобы завлечь белого иностранца. Попку видел ее? Очень большая задница, просто огромная. Да, big Big baby. big baby, very nice. Мы такие, да. Да. Ну что стоишь, заходи. Go. Вау, нихуя себе у вас хаточка. Здесь не густо, если честно, шкаф у них общий, я так понимаю, вот здесь они хранят все свои вещи, и этот большая кровать, это спит мама с детьми. У них вот здесь газовая такая большая печка, здесь они готовят, здесь продукты хранят. Все на самом деле просто. У них довольно-таки цивильный, ну такой туалет, конечно. Бэйби, no baby. Не-не-не, тормози давай. Да, и так она его моет. Прям все, она прям попой крутит. Что мамка вытворяет? Я такую мамку еще не видел. Добавишь WhatsApp? Запиши номерок. Вау. Ну все, малыш, не зря зашел. Как вы уже поняли, здесь в основном руль женщины. Женщины сохраняют очаг, работают дома и воспитывают детей. Пока я гулял по трущобам Дар-эс-Салама, я обращал внимание на очень важные детали. Здесь, именно на женщинах во многом держится повседневная жизнь общины. Женщина – это важная часть общины. Благодаря нашей заботе это место процветает. Они воспитывают детей, занимаются хозяйством, носят воду и стараются обеспечить семью всем необходимым. Вы только вдумайтесь, даже в таких непростых условиях именно они каждый день поддерживают жизнь своих семей и всего района. Ну, то есть, такой непростой район, он очень чувствуется, атмосфера такая, она вроде как и дружелюбная, но к тому же очень напряженная. Я не знаю, понимаете ли, о чем я говорю? Здесь, как бы, честно говоря, мне хочется уехать. Расскажи, чем вы тут занимаетесь подробнее? Мы работаем в автомастерской. Мы типа все мастера здесь. Знаешь, закупаем мотоциклы, достаем детали, то здесь, то там. Мы не всегда за них платим, понимаешь? Больше я не могу сказать. А здесь могут обокрасть, напасть и как-то побить за просто так туристов? Как и в любой стране, в Танзании есть свои проблемы и сложности. Но Танзания непростая страна. От аэропорта до окраин едешь вроде все путем. Но если тебя борзо тормознут на байке, доставай нож и покажи этому засранцу, кто тут папа. Ой, ебать. Можешь рубануть его. Можешь отправить его на тот свет, и ты будешь прав. Это может спасти твою белую жопу в Африке. Понял меня? Держи его при себе. Я так понимаю, ты не боишься умереть за респект, да? Тут базар идет не за респект, а за то, чтобы быть готовым. Быть мужчиной. Чтобы никто не мог забрать твои вещи, например, мотоцикл. Скажи, пожалуйста, Африка опасная страна, но я заметил тут очень много хороших людей. Я наберу тебя позже, у меня большое интервью. Вообще, Танзания — это про любовь и мир. Если будешь двигаться тихо и с правильными людьми, можешь не очковать. Со мной ты будешь в безопасности. Я тебя всегда прикрою. А ну-ка, не болтай лишнего. Он же потом всем это покажет. В интернетах своих. Нам не нужны проблемы из-за его фильма. Пусть меньше спрашивает. Не переживай, брат. Мы снимаем кино про красоты Танзании. Я не могу засвечивать Нет, мы не собираемся такое. вставлять ничего лишнего. Этот район находится в Дар-эс-Саламе, фактически в центре города. Он сильно контрастирует с тем, где туристы находятся большую часть времени. Это не самое худшее, что мы сейчас вам показали. Я хотел бы сейчас отправиться в одно место, которое вас должно удивить.
океана, надо разобраться, где я вообще нахожусь. Мопед не заводится. Я не знаю, может подсос там какой-то нужно, блядь, включить. Ну просто глохнет. На холостых глохнет, не дает ехать. Кто разбирается, напишите, наверное. Но уже, наверное, поздно. Я уже улетел в другой стране сижу, пока вы напишете. Ну, удобный, мягкий мопед такой. Надо эндуро. Тут на эндуро есть. Пить хочу. Do you speak English? Ну да. А ты куда идешь? Не знаю. Я заблудился. Мой мопед не работает. Короче, окей, все. Найс. Ну ладно, давай пока. Пока. Смотри, ведро не урони. Чего? Ведро не урони. Ну, сейчас буду вызывать помощь. Не знаю, у меня есть кнопка SOS. Африканскую спасательную службу. А есть water? Water? Попить. Можно? Да-да-да, водичка. Do you speak English? А? Дай арбуз. А чё еще тебе дать? Арбуз. Давай пока. Ай, блядь. Попить можно воды? What's your name? Ладно, бро, goodbye. Давай пока. Goodbye. А вместе с флагом, так зовут моего гида, мы отправились за пределы столицы, чтобы показать вам, как живут обычные местные жители в небольших деревнях и рыбацких поселениях, вдали от небоскребов и городского шума. Мы прибыли в рыбацкую деревню Кимбиджи. Здесь люди живут, работают и существуют за счет вот этого вот чуда природы океана. Они живут вот в таких домах, собранные действительно из грязи и палок, из соломы, из подручных средств. И хотел бы вам показать, как сильно отличается и разится контраст, когда люди живут вот фактически на улице и работают, трудятся вот в таких лодках. Это, наверное, лучшее, интересное путешествие мое в жизни. Это рыбацкая деревня. В основном все жители рыбаки. Мы живем возле океана, и вся наша жизнь строится на этом. Нас называют водными людьми. Можно посмотреть ваш дом, Хом? Тут нет света. Это те самые дома, собранные из соломы, из палок. Вот здесь это спальное место. Вода, бензин, обувь. Из чего он сделан? Из чего? Что это? Вот это из песка, да. Это достаточно крепкий дом. Он сделан из песка и цемента. Вот. Эти постройки достаточно крепкие, хотя иногда и требуют ремонта. Тут можно жить очень долгое время. Мы ловим здесь свежую рыбу и продаем ее в столичные магазины. Прямо на берегу поймали и приготовили. У них здесь свое рыболовное судно, рыболовные снасти, они плетут сети, делают из них донки, удочки. Свежайшая, дикая рыба, настоящая. А чё, у них, вот смотрите, крыша есть над головой, дождь не попадает, тепло всегда, все хорошо, еда есть. Зачем им дальше что-то? Ничего не надо. До сих пор дома под наклоном, до сих пор их может снести ветром, но все дома закрыты. Вот так люди живут далеко от вселенной. Мы ехали сюда за 15 тысяч километров от дома, чтобы показать вам, как может быть. Я только такую рыбу хочу. Вот высоким градусом не хочу в масле, хочу так. Мне кажется, так безопаснее. Хотя я сделал 6 вакцин, прежде чем поехать в Африку. Те, кто собираются сюда попутешествовать, испытать и пощекотать нервы, для начала сделайте 6 вакцин. Хотя бы. Кому-то их бесплатно сделать. Я сделал это в Таиланде, прежде чем сюда лететь. Но те, кто следят за мной в Телеграме, те знают. Так что переходите, первая же ссылка в описании. А почему он в зимней шапке? А почему у него шапка, блядь, зимняя? Нахуй ты шапку нацепил? Чтоб башка не мерзла. Короче, рыба готова. Приезжайте все в деревню. У бабушки тут вкусно. Рекламируют танцы местные. Дамы ездят в открытом кузове. Ты как? Ну ты выдал. Это пиздец, ребята. Это пропасть была, нахуй, яма, блядь. Я бы ушел, все, там легко. Только что чуть не погиб, нахуй. Без экипировки, без ничего, яма. 10-метровая канализационная яма. Я не знаю, что со мной было бы, клянусь богом.
Вы понимаете, что это за удар был бы? Я бы головой туда ушел в асфальт. Мне очень больно внутри. Но все хорошо. Знаете, но чем дальше мы уезжали от города, тем сильнее менялось все вокруг. По дорогам нам встречались все более необычные люди и постройки. Постепенно я начал понимать, насколько другая может быть жизнь всего в 3 часах езды от Дар-эс-Салама. Bro, what's the name? О, меня звать Бигма Почо-Почо. Бигма Почо-Почо. Да, Бигма Почо-Почо. А ну слушай сюда. Имя моего босса Бигма Почо-Почо, а я его личный бодигард. Лапа, как у динозавра. Это просто пиздец. Огромный. Он похож на буйвола. Да. Это твой лук, да? Да, Хантер. да. Есть еще кое-что. Ваши пушки? Да, это наши приборы для ежедневной работы. Да, ножик для охоты, свежевание шкур и полезен для защиты. А вот эта вещь уже серьезней. В общем, этой штукой, ну как? Большинство племен Африки, например, масаи, регулярно применяют эту дубину, чтобы взбивать шкуры. Понимаешь меня? Дай-ка это сюда. Видишь эту красотку? Порежет кого угодно. А вот это вот видишь? Она страшнее, чем тебе кажется. Я в ахуе. Это чтоб полоть картошку, да? С ее помощью можно сделать скважину для воды. Мы жители саванны. У нас тут есть свои традиции и развлечения. Например, наш фирменный танец. Слышал о танце Кирика-Кика? А ну-ка, расчехляйте барабан, будем танцевать Кирика-Кику. Кирика-Кика. Вот так это происходит здесь, в Танзании. Мы в Африке, ребят. Это сумасшествие, которого я никогда не видел в жизни. Расскажи мне, пожалуйста, что с твоим лицом, что случилось со здоровьем? Тебя беспокоит моя шишка здесь? Выглядит немного большой, да? Как и мои огромные ноги и мои ладошки. Видишь, Бог создал меня таким не просто так. Мое тело выглядит необычно, но я счастлив в нем. Я называть это Божий дар, благословение. Видишь ли, Бог создать меня особенным. И я благодарен за то, что я жить свою жизнь. Большой человек. Я хотел бы показать, где они живут и чем занимаются. Я сейчас попытаюсь договориться с ними, чтобы они провели меня домой. Слушай, мистер, наш дом находится слишком далеко отсюда. Это место — центр для наших совместных встреч. Я показать тебе свой дом завтра, если ты найти для нас время. Садитесь рядышком, мои друзья. Обычно мы проводить время в этом месте. Здесь мой бодигард, вот мои люди. Каждый день мы поем, танцуем, охотимся и наслаждаемся жизнью. Это барабанщица, видишь? Мы делать настоящую живую музыку. Это второй музыкант, его звать Малый Колокольчик. Мы жить в саванне, и наша жизнь отличаться от городской. Я любить такую жизнь. Приезжайте к нам. Сейчас я нахожусь в национальном аэропорту Дар-эс-Салама. Иду я туда, чтобы сесть на самолет и улететь в Арушу. Именно там лучшее сафари во всей Танзании. Ну
что, полетели? Мы покидаем Дар-эс-Салам и отправляемся в Арушу, небольшой город на севере Танзании. Кстати, именно над ним возвышается легендарный спящий вулкан Килиманджаро. Аруша считается сафари, столицей страны. Именно отсюда начинаются маршруты в самые знаменитые национальные парки Африки. Сафари – это путешествие по дикой природе, где животные живут в своей естественной среде, а человек остается лишь наблюдателем. Здесь можно встретить львов, слонов, жирафов, леопардов, носорогов, бегемотов и сотни других животных. Так что сейчас я покажу вам одну из главных причин, по которой миллионы туристов ежегодно приезжают в Танзанию. Я. Не понял, ты? Не, сразу полиция приедет. Да какой полиция? Я сам мент. Садись назад, давай. Сам милиционер. Ты водила, но не здесь. Здесь ты обычный пассажир. Сам. Yes? Не хотите, как хотите. Это местные жители. Они живут далеко за городом. Их задача — охрана природы. За бытовые вещи отвечают женщины. А вот мужчины оберегают животных саванны. Дело в том, что здесь, в Танзании, их 430 различных видов. Обычаи по охране саванны давно стали их стилем жизни. В этих краях до сих пор живут так, как наши предки. Например, они отрицают современные технологии. Так что обычное дело — таскать на ослах еду и воду через всю саванну по 4-5 километров. Видишь, какая сухая земля вокруг? Что-то вроде твердого песка. Жить в таких условиях не так-то просто. Вот им и приходится ходить за водой в такую даль. Может, в будущем правительство проведет сюда для них что-то типа водопровода? А как ты считаешь, возможно, скоро изменится все? Или по-прежнему люди будут вынуждены выживать и добывать воду, как и 500 лет назад? Это же безумие. Да, согласен, это безумие. Но ты в Африке. Наше правительство делает достаточно денег, чтобы провести воду везде. Но проблема в том, что это слишком малая община. Никого не заботят проблемы ее жителей. В городах ощущается так, как будто проблем с водой вообще нет. А вот здесь, в общем, правительству важнее зарабатывать деньги, а не помогать людям. Я только могу вспомнить своего коллегу по цеху. Мистер Бист приехал в Кению и просто провел трубопровод, провел воду. Это мое стремление помогать людям вот на таком уровне. Это сильно. Когда-то эта проблема будет решена, поверьте. Когда-то все будет нормально. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Я в мультике. Смотри, это бык, африканский буйвол. Вон там стадо из взрослых быков. Буйволы травоядные, питаются в основном травой. Сейчас они там отдыхают и пасутся. Но знай, что это опаснейшее животное Африки. А были случаи, когда животные нападали на машину и атаковали вас? Да, иногда бывало. Они ж чокнуты. Однажды я ехал на сафари и на пути встретили слона, одинокого слона. Он подошел к джипу и встал прямо на багажник. Мало сказать, что мы обосрались. Я думал, что это мой конец. Но в остальном, если животное легкое, то оно не опасно. Слоны вот да, они прям дофига весят. Африканский слон может весить около 6 тонн. Такой здоровый, что просто раздавит машину. Нам такого не пережить. Вот он, красавец, смотрите. Настоящий, дикий. Не из зоопарка. На обеде сейчас. Кушает себе сам. Жалко, подходить нельзя вообще никак, сказали. Ну никак нельзя. Ну, носороги могут атаковать, на самом деле, машину. Вот эту тачку легкостью может перевернуть, прикинь. Ну, если захочет, прям на бок. Смотрите, кого мы нашли. Обалдеть. Какой красавец. Как он кайфует, отдыхает. Невероятно. Самка льва. Лежит, ни о чем не думает. Не надо на нас, смотри, как на дураков, честно. Мы для них сейчас в зоопарке. Мы в клетках, а они как будто пришли на нас посмотреть. Опять приехали.
Опять с камерой. Воу! Воу, король! Царь зверей! Как это красиво, как природа создала это все. Вау! Не дала ему. Как она не дала ему, он обиделся. Львицы готовы спариваться только в определенный период. Эти периоды длятся несколько дней и повторяются циклично. А если вне этого окна или времени, да, она жестко, агрессивно отвергает своего самца и не дает даже близко припарковаться и, да, пришвартовать свою лодку. Вообще в прайде несколько львов. Главный — это миф о том, что лев царь, типа, самый главный. Их всего 3 или 4, может даже быть. Они братья. Но когда лев начинает стареть и слабеть, это видят другие прайды и могут напасть на них. Они обычно стараются ликвидировать самцов, а львиц не трогают. И она ему рождает новых львят. Дикий мир, он намного жестче, чем наш, человеческий. Это очень редкая картина. Сейчас вы можете наблюдать львиц, которые сидят в засаде и готовятся к атаке на зебр. Африканский лев обычно атакует из скрытной позиции. Вон та зебра, например, даже и не знает, что поблизости лев. Так он держит дистанцию. Но если он решит напасть, то полосатой не сдобровать. Стелс, как в играх. Стелс. I go, Выйдешь из тачки, станешь обедом для льва. Притаились, поймали стелс и хотели напасть на зебру. Но почему так успешно это не получается каждый раз? Потому что у зебры, если наблюдать, у нее глаза расположены чуть ли не по бокам головы, и это позволяет ей видеть круговой обзор. Даже с опущенной головой, когда она обедает, она все равно видит все вокруг. И заметьте, они все пасутся коллективно. Кто-то обедает, а кто-то просто наблюдает, чтобы, не дай бог, хищники не подобрались. И так они меняются, как часовые. Давайте покажу вам, как выглядит гиена в реальном мире. Вот они. Но они как такие оборванные собаки. Ходят, бродят. Но они должны толпой ходить. Почему-то она одна. А тут у нас малыш-бегемот притаился в воде, и его как будто бы даже не видно. Так сразу не заметишь. В болоте засел и просто кайфует. У бегемотов нет никакой терморегуляции. И под палящим солнцем под Африкой он очень сильно нагревается. И вода, в которой он лежит, это единственный способ себя хоть как-то охладить. Обалдеть, ему жарко, что ли, он прям здесь. Это те два, которые охотились, ну, походу, не доохотились, устали. Красавцы. Вот та самая, кстати, Акуна Матата, Пумба идут. Очень маленькие. Гуляют они сами по себе здесь, смотрите. Да, он прям к нам идет. Пообщаться хочешь, да? О, на природе. Путешествуйте. Видите, я пришел к этому к 30 годам, и мне понравилось. Чего я, дурак, раньше этого не делал? Замечательное времяпровождение, прекрасный контент, который мне самому нравится. Ну, вы видите, он сделан от чистого сердца. Во-первых, перед самим собой сказать себе, что я могу. Ну и вы кайфуйте. Эй, бро! Эй, твои друзья, френд? Минука! Мы приехали! Показывай, куда дальше. У нас тут пропал интернет наглухо. А что у тебя в руках? Приветствую тебя, русский. Да. Это Powerbank? Не, это типа наш интернет. Wi-Fi. Wi-Fi, да. Он с огромной будкой ходит, это Wi-Fi? Да, наша Wi-Fi база. 4G, 5G. Ну, она number one в саванне. Let's go. Сюда грузимся, да, на байк? Bam, bam, she wanna flick for the gram. Plus, her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to hold a pull up. Soon as we done, I'ma roll up. Fall on some better, I pull up. Френд? Да, друзья. Наш френд. Какие есть? Френд. Да, большой. Бигма тоже мой братишка. Добро пожаловать. Nice baby. Это ваша одежда, да? Одежда? Это в нашей природе. Мы носим ту же одежду, что и наши предки. Это часть культуры авокача. И я хочу сказать, что... Привести белого ко мне. Добро пожаловать в наш дом.
Да, home. Да, вот ты и здесь. Мы тут есть пища и готовить. Приготовить и в рот. Сегодня мы кушать вкусная еда, кормить тебя еда и кушать еда вместе. Мы приглашать всех русских к нам в гости, кушать наш африканский еда. Обязательно загляни на кухню и посмотри, как мы готовить нашу пищу. Да, и обязательно зайди посмотреть наш дом внутри. Загляни мы в ту халупу. Обалдеть. Обалдеть, ребят. Да у них тут все схвачено. Это охуенная будка. Это, знаете, когда мы в детстве строили шалаши, это лучшая база в детстве у меня была. Все, даже, видите, они вот ходят и, так понимаю, бананы, да, собирают. Ну и тяжести. Я иду к двум бэйби. Окей, бэйби? Поймал нас тут. Мы попались. Садитесь, рассказывайте. Меня зовут Мукеш. Кэш? Мукеш. Кэш. Да. А ты? Я просто Эбигейл. Расскажите, чем вы тут занимаетесь? Ты очень красивая, и ты очень красивая. Вы не против, если я бы стал вашим мужем? Это наш дом, и мы очень рады пригласить тебя к нам. Но муженек у меня уже есть. Ты не против, да? А ты? Ты хочешь взять меня в жены? Если выйдешь за него, то требуй большой выкуп. Ты красивый, хорошие деньги. Ты красивый мужчина, но ты больно много болтаешь своим языком. Такие точно не в моем вкусе. Слушай, шоколадка, ты мне больше нравишься. Что такое? Ты меня так назвал? А ты шоколадка. Шоколадка. Да. Сейчас покажу, что такое шоколадка. Шоколадка. Расскажите, а вы давно здесь живете? Это ваш дом? Очень необычно. Раньше мы были здесь одни. В округе не было ни одного дома. Только наши хижины. Мы были главным племенем в этой саванне. Сейчас тут уже появились дома неподалеку. Но мы все же считаем это своим местом. А расскажите, давно вы ли тут живете? Очень необычное место. Дома в этом месте делать еще мои предки. И мой отец тоже жил здесь. Он говорил: сынок, оставайся здесь. И я чту память о них в этом месте. Все люди здесь с одного племени. В эти дома может приезжать любой член нашей семьи. Видишь всю эту саванну? Она тоже принадлежать нашему племени. Некоторые жить далеко отсюда, но мы собираться тут почти каждый день, мой бодигард подтвердит это. Меня напрягает тот тип, который стоит постоянно как Рамбо, бодигард. Он вот так вот стоит как Рамбо, как охранник, но на самом деле он не предоставляет никакой опасности. Расскажи, пожалуйста, чем вы питаетесь, что вы готовите? Арбузы, банана. Банана. Да. Манго и папай. Папай. Да, мы любить папай. Если посмотреть туда, то ты видеть курятник. Иногда мы питаемся свежим мясом. Также у нас можно охота на животных саванны. Да, на тех животных, что есть в округе. Мы... Гэнг, у тебя есть пушка? Мы использовать стрела. А где? Где? Принеси-ка сюда. Вот она. Стрела. О, острая. Да, реально. Да. А ты прям с этого стула, да? С вот этого детского хуяришь? Да. Друг. Ну-ка, пойми-ка ты. Давай ты пок... О, Как он пукнул, блядь, смешная хуйня. Да, я попробую. Гоша! Гоша! Гоша, беги, блядь. Это Гоша? Русский? Russian name. Гоша. Гоша, это Russian name, брат. Дай мне тапок померить. Я тебе свой, ты мне свой. Ребят, блядь. Тапок монстра, если что.
Ебать, он угорает. Не, ну вот так У вот тебя просто. маленький ножка. Но это тоже надо на заказ делать. Я так понимаю, что это просто хобби. Они здесь реально тусуются, веселятся. И на самом деле все племена давным-давно уже, ну как бы вымерли. Тема про то, что люди живут как там полвека назад, уже исчезла. Но нереально это. А чуваки просто приезжают сюда, я думаю, реально пытаются отдать дань своим предкам и проводят здесь время. В основном готовят еду, могут ночевать в этих палатках. Раша — арбуз. Арбуз на суахили это тикити. Но арбуз по-нашему. Арбуз, он должен быть холодным. Beautiful baby. Нет, да, нет. Free beautiful. А на суахили ванаваки вазури. Ванаваки вазури. Ванаваки вазури. Ватату. Ватату. Это 3. Ванаваки лазури ватату. Ванаваки вазури beautiful. Кто, я? Да, ты. Я не красавица. Я не красавица, я тот, кто есть красавица. Beautiful, bro. Нет, я тот, кто кушает таких, как ты. Baby beautiful. А ты все болтаешь, да? Ты красивая. Ты красивая, ты красивая. Ты красивая. Красивая. Красивая, бэби. Yes, yes. Yes, yes. Кто-то там... Ты сказал... Засоси И ее! он начал так чмокать. Все, мы с ней идем, короче, готовить на костре. Это мой гид. Я вам расскажу историю сейчас, небольшую про него. Вам станет немного интересно. Я просто решил немного вмешаться в его жизнь. Я так посчитал нужным. Как я с ним познакомился? Я выхожу с отеля и подхожу просто к парковщикам, к людям, которые на байках, и спрашиваю, можно ли взять у вас в аренду мотоцикл. Он сидел на одном из мотоциклов и говорит, да, не проблема. У меня он глох. Я его маму. Другой тот, кто мне сдал его, не он. Говорит, все нормально, типа, просто газуй, и все будет заебись. Я говорю, нет. Я ему говорю, ты можешь что-нибудь сделать? И он едет со мной на этом же байке, заходит в мастерскую и за свой счет ремонтирует, ну, по сути, подсос. Там вообще херня, там 200 рублей. Я не хотел бы даже так, скажем, снимать. Он достает кошелек, и у него там реально там по местной валюте 500 рублей. Просто ничего нет. Ноль. Как бы я вижу, он так сбоку достает деньги и отдает мастеру. Я сидел сзади и думаю про себя, капец, кошмар, как тут люди живут. И задаю ему вопрос, а как у тебя дела, типа, если у тебя семья, там, ну, просто между делом пока ремонтировали. Я говорю, у тебя все хорошо? Ну, как бы видно, что он что-то скрывает, но он не говорит прямо. Добрые люди, они по-другому себя ведут, они не попрошайки, они не выпрашивают, они не унижаются. Ну, я вижу по глазам у него, они наполняются прям. Мой ребенок может стать инвалидом. Из-за травмы он не может нормально ходить и вообще самостоятельно передвигаться. Я не хочу об этом говорить, чтобы не показаться тебе попрошайкой. Он не просит помощи, он просто пытается как бы честно, откровенно на мою просьбу ответить. Я ему говорю, а что случилось? Он говорит, он упал, поломал ногу, и сейчас он в инвалидной коляске. Очень долго пытал его, он сказал о том, что нужна операция. Я работаю, говорит, я не знаю, я стараюсь и так изо всех сил. Он не пьет, он не вор. И я ему сказал о том, что давай я попробую тебе помочь. Он говорит, а что я могу для тебя сделать? Честно, я эту работу ему искусственно придумал. Типа, езди со мной и показывай мне город. Хотя я сам знаю, куда мне ездить и что мне снимать. Вот абсолютно. Просто он хочет не за просто так получить эти деньги. И сумма-то небольшая, но даже этих денег у него нет. Реальная история. 800 тысяч Танзании. Это примерно 30 тысяч рублей, чтобы сделать операцию сыну и вылечить его ноги. Мы когда с ним поехали, у него бензина было вот ниже нуля. Вот видите, ежик? Помочь его ребенку, значит помочь ему самому, его семье, чтобы он продолжал жить. Может быть, от этого и зависит его будущее, нормальное будущее. В большинстве случаев все хотели меня как-то обмануть, как-то обхитрить, как-то не договорить. А вот он не хотел. Он просто вот
У меня к тебе вопрос. Я хотел бы, чтобы ты подробнее рассказал мне про своего сына и что с ним случилось, потому что я хочу тебе помочь. Это очень важно. Так случилось, что мой сын попал в аварию на велосипеде. Он упал и сильно повредил ногу. Мы сделали рентген и отвезли его в больницу. Там ему наложили повязку и сначала хотели не делать операцию. Я все никак не мог понять, почему же мальчишка не выздоравливает. Он ходил, но примерно вот так, видишь? Understand. Оказалось, что ему требуется серьезная операция – вшить металлическую конструкцию в кость. Только так можно помочь. Сначала ему установят металл, а после того, как нога заживет, его нужно будет снова удалить. То есть нужны 2 операции. Тогда есть шанс, что его нога заживет. И все это стоит больших денег. На рентгене видно, что произошло с ногой. А как он сломал ногу? Почему никто не может помочь твоему сыну? Как это происходит вообще? Знаешь, в Танзании каждый борется за свою жизнь. Иногда тебе помогают родственники, но, блин, у них тоже есть свои семьи и свои проблемы. Я вот работаю на мототакси. Моя мама сейчас в другом городе и тоже болеет. Меня бросила жена, она ушла к богатому мужчине, а я остался один с ребенком. Но я верю, что все получится. Я живу в погоне за счастьем и верю, что все впереди. Все будет хорошо. Но ты работаешь только ради того, чтобы помочь своей семье, yes? Конечно. Все ради моего сынишки. Даже вчера, когда мы гуляли, ты сильно помог мне с деньгами. Я запомню это навсегда. А где сейчас твой сын находится? В Танзании? Да, он сейчас в Танзании, в Дар-эс-Саламе, да. Он в больнице? Он дома. Я ухаживаю за ним. Но необходимо для того, чтобы кости не затвердевали и чтобы потом не было того, что мы не можем вообще вмешаться, даже хирургически. Кости затвердеют, и человек не сможет двигаться. Вот что он хочет сказать. Сейчас он в опасном положении. А, вот он. Это он, мой сынишка. У меня сердце кровью обливается, когда я это смотрю. Хорошо, я понял тебя. Давай попробуем помочь твоему сыну. У меня у самого 3 детей, и я понимаю, что это такое. Но дай мне слово, что ты будешь так же помогать людям, как мне помог. Что будешь честным, что не будешь искать выгоды и обманывать. Даю слово. Я верю в Бога и благодарен вам за помощь. Сейчас у меня нет стабильного дохода. Я нищий, поэтому я надеюсь, что смогу получить помощь и от других людей. Но я стараюсь оставаться честным и продолжать работать. Окей. Окей. Thank you. Let's go. Let's go. Бро. Все. Окей? Поможешь кидса своему, ладно? Окей? Все, бро. Ты спас его, друг. Ты просто спас моего маленького сына. И я никогда не забуду это. Ты теперь родной человек для меня. Понял, я тебя услышал, я тебя понимаю. Ты хороший человек, я тебе помог от души. Окей? Да, все, бро. Поможешь своему сыну и спасешь ему жизнь, ладно? Жизнь, она такая, видишь? Спасибо тебе. Окей. Все. Go. Да, давай. Да он не сдержал эмоций, это правда тяжело. И кто же ему еще бы мог помочь? Я не знаю, честно. Но он, не знаю, меня пробило самого, он душа какой-то чистый, он нормальный. Не сдержал, конечно, он эмоции, да. И... да. Я много плакал от радости. Я действительно чувствую, что у моего ребенка появилась надежда на выздоровление. В Танзании деньги – это все. Если у тебя нет денег, ты умрешь. Я верю. Я молюсь Богу, чтобы у меня появились деньги, чтобы приехать и оказать помощь бедным людям, которых мы видели вчера. Я вижу, как ты тратишь деньги на транспорт. Этот мотоцикл не мой. Я заключил контракт на год и плачу по 50 шиллингов каждый день. Осталось 5 месяцев, и теперь я не знаю, что тебе дать. Тогда не плати мне. Ты и так совершил очень серьезный поступок для моего ребенка. Я очень счастлив. Мое сердце успокоилось. Давай дальше будем близки. Я буду делиться с тобой многим, пока ты не уедешь. Главное, чтобы мы доверяли друг другу. Тогда все будет хорошо. Я
Все так и есть. Ты реально крутой чувак. Я ищу спонсоров, инвесторов, а может быть огромные рекламные проекты. И если у тебя есть предложение, пиши мне, ссылка в описании. Этот безумный travel-блог будет существовать очень и очень долго. Сотни стран, сотни, куда я собираюсь отправиться. Именно здесь, в этих выпусках, могла быть твоя реклама. Не теряй эту возможность. Пиши все, что ты можешь предложить, а может стать моим инвестором, и мы обязательно договоримся. Ей, продолжаем. Я не люблю городскую жизнь, потому что это не в нашей природе. Мы жить в племя авокача, радоваться, кушать натуральная еда, та, что растет в саванне, за которую не нужно платить каждый день. Посмотри туда, кушать можно прямо здесь. Конечно, иногда мы выезжать из саванны. Например, за лекарством. Если серьезно заболел, надо ехать в город. Но при легкой болезни мы лечим тем, что дает природа. Лекарства саванны. Мы наслаждаться, жить на чистом воздухе. Мир и любовь. Здесь, в нашем племени. А можете показать мне, где вы берете воду? Ребенок пусть покажет. Kids? А, хорошо, идем за мной, я покажу. Мы идем к речке. Пешком к тому месту, где ребята набирают воду. Видишь, как мы тут живем? Кайфово, правда? Есть, мне нравится здесь. Я бы с вами жил, братва, да мне домой надо, у меня дети. Ты не притворяйся, что ты ребенок, все уже давно поняли, что ты мужик. Ты с половником, да? Да. Все босиком бегают. Добро пожаловать в Африку! А, вот река. Обалдеть, реально река. Ее можно пить? Пить? Да. Пить, yes? Конечно, это очень чистая вода. Очень чистая вода. Ты что, очкуешь пить нашу воду? У меня я давно с отравлением. Я давно с отравлением не лежал, сори, братан. И эту воду же они и пьют, все в порядке. Поплескались, покричали, грязными ногами побегали, а рядом чувак кружкой черпает ее. У них беззаботная жизнь, у них все хорошо. Наверное, каждый из вас хотел бы ощутить эту атмосферу. Наверное, я нашел свою. Ну что, возвращаемся, там, наверное, уже приготовили нам обед. Что тут, красота почти наведена. О, бэйби. Вау. Что вы делаете? Это такая фруктовая тарелка, да? Утумбо маомби. Ну, мне это ни о чем не говорит. Давай поподробнее, девочка моя. Утумбо, дурачок. Утумбу маомби. Утумба аномби. Yes? Нет. Тумбо. Ваньмомби. Ваньмомби. Окей. Теперь скажи ты. Я готовлю фруктовый салат. Теперь твоя очередь. Фруктовый салат. no! Фруктовый салат. Салат. Какой сарай фруктовый? Салат. Который сарай? Ну пусть будет сарай. I had a dream of us coming together last night. Это желудки вомби, то есть коровьи. Вот, коровьи желудки, видишь? Мы называем это утумбо, то есть потроха. Это мясо, это не бананы, как ты подумал, а это югалай, а не какой-то там суп. Мы говорим угали, ты понял? Повтори-ка, угали. Угали? Да, угали. Угали. Вот он, угали. Это кафе угали, типа, мы угали. Да, сейчас. угали. А вот это вот просто няма-няма. People were living in peace, seeing the eyes of justice everywhere. А сколько тебе надо в день кушать еды, калорий? За один день мне нужно примерно около 3 килограмм еды. 3. 3 килограмма. Да, 3 килограмма. 3. Я родился большим мальчиком, гигантом, великаном, понимаешь? Большим и сильным монстром. Видишь мою руку? Да, ну-ка.
Прислони руку к моему лицу. Да. Вот так. Да, я вообще не вижу ничего, ребят. Я вообще не вижу ничего. Ой, блядь. Ты прикинь, у него кулак с лицом мое. А ну, прикинь, если прилетает в челюсть, просто голова отлетает. Она с плеч вылетает. А моя? Ну, моя маленькая, да. Но охранник у тебя серьезный сзади. А если бы у тебя было много денег, что бы ты с ними сделал? Куда бы ты их потратил? Для начала я помочь моему племени здесь, обеспечить их свежей едой, найти чистую воду для всех и построить каждому по большому деревянному дому. Ведь мы все часть африканской культуры, так что я сделать это, если иметь $1 миллион. Африка. Да, ради Африки. А он очень сильно сказал, бы, что он помог своим людям в Африке и сделал их счастливыми. Деньги бы потратил на благосостояние народа. А чего бы ты хотел больше всего в жизни? Мое будущее ясно, как солнечный день. Я хотеть много-много детишек. Очень много детишек от много женщин. Я хотеть брать много женщин. Мне нужна большая семья, чтобы племя расти и становиться все больше. Мы все должны делать много размножения. Понимаешь? Чтобы расти наше племя огромное и сильное. Мы должны приложить много усилий для своего существования. В общем и целом я понял только одно здесь, что ребята, отдыхают и живут свою лучшую жизнь. Они приезжают сюда, развлекаются и просто кайфуют. Знаете, я поддерживаю, мне это нравится, но есть, конечно, проблемы, которые они скрывают. Они не хотят толком говорить про них, но я чувствую это на вербальном уровне. У всех здесь есть проблемы. Эти ребята, они реально выживают, но все равно стараются сохранить этот позитив, этот настрой, это стремление к жизни. И каждый день для них это выживальчество. Это каждый день, это борьба с диким миром, с дикой обстановкой. Но все равно проглядывается свет. Мне это нравится, что они не сдаются. Thank you, bro. Приезжай еще. Welcome home. Теперь это мой дом. Yes. Спасибо тебе, Эдвард. Большой дядя. Да, Эдвард, ждать тебя снова в нашем общем доме. Теперь ты наш, Эдвард. И привет всем твоим. Теперь я приеду к вам, буду жить у вас. I home. Да, дом. Ну что, бэби, а мы с тобой go Moscow. В Москву. Go Moscow. В Москву лететь вся семья. Нет, я вас не возьму в Москву. Нет, мы все лететь. Паспорт Russia. Да, мы найти один паспорт. Я. Наверное, подходит к концу та история, когда я прощаюсь с этим другом, его зовут Флаг. Почему он со мной везде летал? Есть и плюсы этого всего, его присутствия. Я не успел оформить заявку на дрон. В этой стране запрещено запускать дроны без особого разрешения государства. Подается за 2 месяца до того, как ты прилетишь сюда. Я об этом не знал. Я сюда прилетел. Мои 3 дрона забрали сразу же в аэропорту, и мне их отдадут, когда я буду возвращаться. Но я попросил его, и он нашел мне, у кого есть дрон, и я взял его к себе в аренду. Но я не имел права также его перевозить из города в город, и если меня остановят, у меня будут большие проблемы. Этот человек везде ходил с моим дроном, как бы помогал мне запускать, снимать контент, то, что вы увидели. И сегодня вот я прилетел на Занзибар,
прилетел я с Аруши, и он за мной прилетел на другом самолете. И сейчас он будет отправляться в Дар-эс-Салам, туда, где мы с ним познакомились. Туда, откуда все и началось с ним история вся. Как вы уже поняли, он один, воспитывает сына. Жена от него ушла, и ушла она к другому человеку. Я это никак, конечно, не проверю, но почему-то мне хочется ему верить. Почему-то мне кажется, что он хороший человек, и он не врет. На самом деле, не просто тоже прощаться с ним. Почему-то у меня это внутри, как будто бы мы сейчас с ним как друзья. Непонятно насколько, так же, как и с Юи попрощаемся, непонятно насколько вернусь я сюда. Для меня это, наверное, самое трогательное. Он заслуживает большего. Ну что, ты привез дрон? Вертушка на месте. Довез все безупречно. В целости и сохранности. Найс. Выполняешь, на самом деле, очень важные задачи для этого фильма. Очень много чего сделал, красавчик. Эдвард на байке выезжает в закат. Врум, врум. Ага. Здесь мы, скорее всего, с тобой попрощаемся и, возможно, когда-то еще увидимся. Я улетаю в другую страну снимать дальше видео. Я все равно рад, что тебя встретил. Ты хороший человек, и я помог тебе от души. Спасибо, что ты встретился мне на пути. Я тебе сейчас дам деньги на отель и на первое время существования. Помогай своей семье, особенно ребенку. Когда-нибудь увидимся. Если ты вернешься в Танзанию, набирай меня, брат. Я сделаю твой отпуск невероятным. Для тебя и твоей семьи я достану все самое лучшее. Помни об этом. Ты теперь мой родной брат. Все окей, бро, it's окей. Держи. Это мой презент, подарок. На самом деле, оно того стоило. Я знаю, сколько все стоит, и я нахожусь не в своей стране. Для меня это всегда будет очень дорого. Если ты когда-нибудь решишь приехать в Россию, в Москву, для тебя будет все очень дешево. Береги свою семью, друг. Береги детей. Мне будет очень тяжело без тебя, мой брат. Не бросай меня здесь. Я очень бедный человек. Пожалуйста, не покидай меня насовсем. Ты не бедный человек, ты очень богатый душой, поверь. Когда-то и очень скоро ты станешь очень большим человеком, крутым. Не сдавайся, главное, не сдавайся. Пиши мне в WhatsApp. Yes? Все. Bye. Он просто до глубины души, он расстроился, он не знал, что ему делать. Мне очень сложно в такие моменты. Он просил меня не уходить и остаться. Я самого пробивать начал. Не бросай меня, говорит, не бросай, я тебе нужен, ты мне тоже нужен. Господи, что за мир, как же все непросто. Но он обретет свое. Он честный человек, поверьте. Ни разу нигде не обманул. Все будет в порядке у него. Вот мы и попрощались. Да, это было очень нелегко. А когда я с ним познакомился, взгляд у него был очень уставший. Так смотрят люди, которые долго несут что-то очень тяжелое и уже не ждут ни от кого поддержки. От него ушла жена. Да, так бывает, к другому, у того, у кого есть деньги. А у него? Ну, у него остался только его мотоцикл и сын. Сын, которому нужна была операция. Он работал от рассвета до заката, все ради одного, ради семьи. Но дальше он сделал то, чего я не ожидал. А он остался со мной рядом, помогал мне на каждом шагу. Договаривался с людьми, которые не доверяют чужакам с камерой типа меня. Открывал двери, которые обычно закрыты для таких, как я. Решал вопросы, которые я сам решил бы с большим трудом. Не за деньги, просто по-человечески. Он ничего не просил взамен. Но я сам видел, что ему нужна была реальная помощь. И я понял, такое не остается без ответа. Сын будет жить. И это самое главное. Отец все тот же водитель такси, который возит туристов. Настоящий мужчина. Все то же солнце, все та же пыль, та же работа от рассвета до заката. Только теперь он не один тащит эту тяжесть, у него есть мы. Я улетаю из Африки с тяжелым сердцем. Этот континент красивый по правде, настоящий. Каждый закат здесь как последний. Каждый человек, которого встречаешь, с историей, которая цепляет до глубины. Честно, мне здесь понравилось. Природа, люди, их сила. Но за этой красотой боль. И невозможно снять это на камеру и просто улететь домой, будто ничего не видел. Что-то здесь должно меняться. Не по щелчку, не за один визит одного блогера типа меня. Но я верю, если каждый, кто может помочь, поможет хотя бы одному человеку, это уже начало чего-то великого. Мы прощаемся с Африкой, друзья, не навсегда. До новых встреч. Берегите себя и цените каждый прожитый день.